we're going to use the burn test. So we're going to burn the fiber. Замечательный тест при помощи зажигалки. Просто подожгем эту ткань. And this table demonstrates the technique to identify each of those fibers we talked about. И вот в этой таблице содержатся разные бенчмарки, разные условия, которые понимаем, что это за ткань. And it's available in Russian language. Да, и эта таблица смотреть на русском языке. So we can take your email address and send it to you by electronic. Если вы хотите, оставьте ваш email, мы вам отправим это. The next thing to consider is the construction of the textile. Следующая вещь, которую нужно учитывать, это каким образом была создана эта ткань. Because of course we're not talking about cleaning this cotton. We're talking about cleaning Понятно, что мы не будем чистить прямо вот хлопок, мы будем чистить уже изготовленную ткань. So it's not a fiber, it's become a textile. Таким образом, эти материалы, эти волокна превращаются в текстиль. And these are the different categories that, the different constructions. И вот здесь вот указаны различные способы, каким образом волокна объединяются для того, чтобы создать ткань. And so this is a flocked fabric. Let's pass this around. Есть так называемые ткани, полученные путем флокирования. Флокирование — это когда ткани наклеены на основу, волокна ткани наклеены на основу. Дальше тканые, сотканные. А на основу чего? Прошу прощения. Some examples anyway. На основу, what is the foundation of fiber? Okay, a flocked fabric is the individual fiber is stuck into a back coat, into a back. Каждое волокно наклеено, маленькое волоконце наклеено на основу. So from a cleaning point of view, the adhesive that's used to fasten the flock onto the Таким образом, с точки зрения очистки, та клеевая основа, которая используется для того, чтобы наклеить эти волокна на нее. If we use the wrong spotting agent to take off a stain, если мы используем неправильные чистящие материалы, we can dissolve the adhesive and leave a bald patch. можно растворить этот клей, который используется для производства этого материала. Таким образом, волокна будут вылетать. It's a very fast-growing market. И вот это вот, кстати говоря, очень растущий рынок производства флокированных тканей. It's one of the easiest fabrics to clean. И, кстати, это ткань очень легко чистить. I always try and use that product for cleaning Alcantara and flocked fabric. Woven fabrics are different. Тканный материал, они немножко выглядят. Let's take. Of course, it's the most complicated construction because it's made on a loom with warp and weft yarns. The more complicated the weave, the weaker the construction. Чем более сложная модель соединения волокон, тем более деликатная ткань, которая может рассыпаться. So a plain weave, like you find in clothing in this shirt, Очень простой способ соединения волокон, как, например, в рубашке, is the strongest construction. самая стабильная, самая сильная вариант соединения ткани. And you can be more aggressive with your technique if the fiber allows you to wet clean. И вы можете быть более агрессивными с техникой очистки, потому что это позволяет вашей ткани. With constructions that are a little bit more complicated, the strength is weaker. С вариантами соединения ткани, которые более сложный вариант соединения, они более слабые. Вот. И поэтому с ними нужно быть более осторожным. And so if you can imagine we're cleaning this То есть, если мы this twill weave, вот если мы будем чистить вот эту вот так называемую twill ткань, we
have to be careful to work with it in this direction. Нам очень важно работать в правильном направлении. Because if we're not careful, we can roll this yarn. Если мы не будем осторожными, то вот эти волокна они будут перекатываться. So, inspecting the construction and becoming familiar with these different Таким образом, manufacturing techniques. исследуя ткань, которую вы чистите, и понимая, каким образом эта ткань произведена, It's going to help us avoid damaging our customers' investment. поможет нам в том, чтобы не повредить нашим клиентам и тем инвестициям, которые они сделали в эти ткани. There are 5 seats at the front. Seat there. Есть три места, которые можно занять. Of course, the reason we're all in this room is because of dirt. Причина, по которой мы все находимся здесь, это загрязнение. It's brilliant. Yeah. This is a typical example of an upholstery, the kind of soil we see on upholstery. И это вот самый частый пример загрязнения, который мы видим на обивке. And so it's the traffic lanes that we see in carpet is different to the traffic lanes we see on upholstery. И вот эти вот линии загрязнения, которые мы видим, например, на ковре, они отличаются от тех линий загрязнения, которые мы видим на обивке. It's mostly this triangle here, Например, вот it's это the arms, здесь, and it's the back here. это на подлокотниках и на Triangle, спинке. the arms, and the back. На Sometimes обивке. down on the base. И иногда еще внизу на нижней части сиденья. And you can see from this quick picture that most of the soil is dry soil. Вы видите из этой картинки, что самое частое загрязнение это сухое загрязнение. But we also have on the arms here grease from hands and. Но, например, на подлокотниках и на поголовнике вы видите, что там остается такое маслянистое загрязнение от рук, от головы. So the kind of products that we use for cleaning upholstery are going to be different to the products for carpet because the soil is different. Таким образом, при очистке обивки мы используем совсем другие чистящие средства, чем, например, при чистке ковра. So I did some cleaning before I came, and Я to show you some examples. произвел немножко очистки перед тем, как я приехал сюда, и вот несколько примеров. I did this one and this one. These two are from Google Images. Я вот это сделал, а это картинки из Google. So some of these pieces are responding really well to cleaning, and every method that we use to get these results is wet cleaning, so using water-based systems to get these kind of Все results. эти типы загрязнения, они очень хорошо подвергаются очистке, и мы в основном используем чистящее средство на водной основе для того, чтобы их очистить. The first task is always to remove the dry soil. Первая наша задача – это очистка сухого загрязнения. And using something with mechanical action is a real benefit. So this little vacuum tool is very useful. Для этого очень полезно использовать что-то для сухой очистки, например, вот такую насадку для пылесоса. So it uses a little turbine to Она использует маленькую турбину spin the для head. того, чтобы крутить вот эту механическую щетку. Yeah, no, you can. Oh, you can. Take a look. Just like with carpet, the reason we're asked to clean it is often because of one or two small marks. It's not general На самом overall деле, soil. как в случае с ковром, причина, по которой нас просят это очистить, это всего лишь два маленьких пятнышка. Здесь речь не идет о том, чтобы чистить все изделие. So we're asked often to remove stains from fabrics. Таким образом, нас часто просят просто удалить несколько пятен с ткани. And of course, we're dealing with a piece of textile that's only less than 0.5 millimeter thick. И мы обычно имеем дело с куском текстиля, который меньше миллиметра толщины. So our techniques need to be different. So consider that. Таким образом, наши способы и методы должны быть
разными. Perhaps using little applicators to delicately apply. Имеет смысл использовать вот такие вот аппликаторы, чтобы только на это место, которое загрязнено, поместить раствор. These three factors Эти три фактора, are three factors that we can never remove from our cleaning task, and it's the reason that upholstery looks bad even when мы it's не being можем cleaned учитывать sometimes. эти три фактора, потому что они реально влияют на качество нашей работы. So remember that when you clean upholstery and it doesn't look perfect after, it's because of fading, abrasion and wear. Those factors can never be Таким corrected. образом, когда вы чистите обивку, вот эти три фактора необходимо учитывать, а именно это вот цветание, стирание и износ. So the principles we're going to use, the first is to remove the dry soil. То есть те принципы, которые мы применяем, прежде всего мы удаляем сухое загрязнение. The second is to suspend the soil that's buried in the fabric. Затем наша задача поднять то загрязнение, которое скрыто внутри ткани. And we're going to use a pre-spray to И мы используем специальные предварительные средства для того, чтобы этого достичь. Of course, it's a different pre-spray to carpet. It's an upholstery pre-spray. Естественно, это особое предварительное средство, которое отличается между ковром, допустим, и обивкой. So the most popular one is heavy-duty soil lifter. It's a solvent. Самое популярное это вот промышленная чистка загрязнений, это растворитель. So it gives you the opportunity, or gives you the opportunity to mix wet cleaning, or to dissolve wet cleaning solvents or soils with dry cleaning soils. So Это позволяет вам одновременно очищать влажным горкой, water-based soil and solvent-based soil. то есть позволяет вам очищать пятна, которые основаны на влажном загрязнении и на сухом загрязнении одновременно. And we're going to, once we've applied the pre-spray, После того, как мы применили вот это вот предварительное средство, we're going to start the extraction process by folding мы начинаем процесс извлечения грязи. microfibers. My preference, cotton works well, and starting the extraction process Мы to берем remove soil. микрофибру и начинаем стирать, собственно говоря, вот этот вот раствор, который получился. And we're going to use these four factors: time, mechanical, chemical, and temperature. Those four Мы factors. будем использовать вот эти четыре фактора. Это время, собственно говоря, взбалтывание, химическое влияние и температура. Time, agitation, chemical, and temperature. So these four factors are your only factors that you can use to improve the job. Эти четыре фактора это всего лишь все четыре возможных фактора, которые вы учитываете при проведении работы. With upholstery, temperature doesn't want to be too hot. The higher the temperature, the more risk of having colour migration. С обивкой очень важно не допускать повышения температуры, потому что чем выше повышается температура, тем больше риска вы несете того, что цвета начнут гулять. So, you know, if you imagine you use temperature that was too high or chemistry that was too aggressive, you can easily, you know, lead to some dramatic Какая максимальная problems. температура? Максимальная температура использования. It depends on the fabric and the Очень construction. сильно зависит от типа ткани и того, как она сделана. But until you're an upholstery cleaning expert, then stick to hand hot. Но до тех пор, пока вы не стали суперэкспертом, придерживайтесь уровня, когда горячо руке. Это 50 градусов. The next step after dry soil and suspension is starting to extract. We've taken some with the microfiber. Дальше, следующий этап, это вы начинаете извлекать загрязнение, вы часть загрязнения уже удалили микрофибры. But there's some great pieces of equipment in the exhibition today that you can use to extract Но soil. вот здесь на выставке есть очень много замечательных приборов, при помощи которых вы можете извлекать загрязнение. And most of them use this principle of injection extraction. И большинство из них используют этот принцип впрыскивания и забора.
And it's a rinsing process as well. Это процесс циркуляции и обрызгивания. Как We're going to add agitation using brushes, vegetable fibre or natural fibre. Agitation, mechanical action. Мы добавим также механическое действие, то есть счищание при помощи вот каких-то щеток механических. And with upholstery cleaning, of course, because we're intimate with upholstery, we touch it, we sit on it, it's very close to our skin all the time. It has to look and feel good. Поскольку мы работаем с обивкой, это тот вид ткани, в котором мы постоянно используем, в котором мы притрагиваемся, мы его касаемся, то есть он должен быть хорошо очищен, чтобы чувствовать на ощупь, он был очень приятный. So this fourth principle of finishing is really important. Четвертый принцип окончательной чистки очень важен. So using special brushes, this is a velvet carding brush or perhaps a suede brush. Используя специальные щетки, как, например, вот эту вельветовая щетка для чистки вельвета, мы проводим последний этап. Это расчетка, что ли? Yeah, it's like a comb that you use for aligning fibers. Она нужна для того, чтобы ткань была, волокна ткани были все выставлены в ряд. If you imagine, if you go to bed with wet hair, Если, допустим, идет спать с мокрыми волосами, it's more difficult in the morning to make yourself look so good. очень сложно утром привести себя в порядок. So it's the same principle, Это but тот же принцип. But it's not, it cannot be applied to all kinds of no, of course no. That's designed for pile fabrics. Это специально сделано для And the last principle is drying, of course. So removing moisture and allowing the liquid to evaporate. Это высушивание, то есть удаление влаги для того, чтобы высушить ткань. And the faster we can dry fabric after cleaning, the less the problems. Чем быстрее мы можем высушить ткань после чистки, тем меньше у нас потом проблем. So we've already decided that we need to use as many of these 5 principles as we can. Таким образом, мы уже сказали, что нам нужно использовать по максимуму вот этих принципов, которые я указал. We've talked about using a product and heat. То есть использование правильного средства и правильной температуры. And we've talked about using different products, not carpet cleaning detergents, but upholstery cleaning detergents. И мы сказали, что нам очень важно использовать не средства для чистки ковров, например, а специальные средства для чистки обоев. Water is not a good cleaning agent. It has too high a surface tension. Вода не является хорошим средством для очистки, потому что у нее слишком высокое поверхностное давление. The bonds in the water molecule attach very strongly together and produce that ball Связи bead. молекулы воды очень сильно объединяются между собой. And so incorporating surfactants and detergents and chemicals into the cleaning solutions gives us chance to make water into a cleaner. Таким образом, использование различных химических компонентов, чистящие средства, позволяет нам сделать из воды хорошие средства для чистки ткани. This graph shows how temperature affects how wet water can make a fabric. Этот график показывает вам, каким образом температура может влиять на то, чтобы сделать воду более влажной для использования ткани. So as temperature increases, the water gets wetter. Чем больше высокая температура, чем более повышается температура воды, тем влажнее становится вода, тем проще намочить ткань. It's something to consider. Add that to
Началась регистрация на конференции. Управление предприятием химической чистки и прачечной «Новая эра успеха». Зал генерального директора. It's important to consider the ingredients that we incorporate into a formula. Очень важно учитывать все ингредиенты, которые включаются в нашу формулу. Our chemists have been developing upholstery cleaning products since 1970. Наши химики разрабатывали продукты для чистки обивки с 1970 года. So trust your supplier to produce good products, and that trust will be paid back in great results. То есть, если вы доверяете вашему поставщику, который разрабатывает ваши чистящие средства, то вы получите хороший эффект. Some of the dyes that are used to add color to upholstery fabrics. Некоторые краски, которые используются для придания цвета обивки, They're stable. Okay. One, two. Okay. So some of the dyes which are used to add color to upholstery fabrics. Некоторые краски, которые используются для того, чтобы ткань получила свой цвет, They're stable in neutral and acidic conditions. они стабильны в нейтральных и кислотных условиях, And they're unstable in alkaline conditions. но они нестабильны в алкалиновых условиях. So choosing your cleaning product carefully can be the difference between success and failure. Таким образом, правильный выбор чистящего средства очень важен для того, чтобы правильно чистить эту ткань. So using products which have a very low pH, acidic cleaning products. Использование продуктов, у которых очень низкий кислотный баланс, специальные вот такие продукты. So with a pH of around 3 on the scale, например, продукты, у которых очень низкий уровень кислотности pH 3, these products are going to make this textile relax. Эти продукты, они позволят этой ткани, собственно говоря, расслабиться и получать удовольствие. It's going to enjoy being cleaned. И она реально получит удовольствие от того, что ее чистят. I can see it smiling. Я вижу, как она улыбается. So let's move on. Следующий момент. The more powerful products for upholstery cleaning более мощные средства для чистки обивки. Achieve the same results a little bit faster. Они добиваются результата немножко быстрее. They all give us the ability to mix oily soil from our hands and our hair products. Они все позволяют очищать загрязнения от наших рук, то есть это жир с рук, жир с волос. Give us the chance to mix oily soil with water. Позволяет нам смешивать загрязнение, масляное, жирное загрязнение с водой. And this represents the detergent molecule, giving us the. Это диаграмма молекулы растворителя. It's called a micelle. Называется она micelle. And it's representing each detergent molecule holding soil in water. И она показывает, как растворитель держит молекулы загрязнения в воде. And it's the method that most of the products in this exhibition use to carry dirt from textiles into water. И это показывает, каким образом наши средства переносят загрязнение из ткани в воду. So when we're cleaning upholstery, the first task is to inspect and make sure that you're not going to have problems. Таким образом, перед тем, как вы чистите обивку, вам нужно понять, что за ткань вы используете и что у вас не будет с ней проблем. And so we're going to check for color fastness.
Например, мы первым делом проверим цветовой баланс, то есть насколько цвет хорошо держит эту ткань. To check the stability of the dye when it's wet and when it's dry. Очень важно проверить стабильность цвета на сухой ткани и на влажной ткани. We're going to inspect it for damage because that damage would become your damage if you don't Мы, recognize it first. естественно, посмотрим на повреждения, если у ткани повреждения, потому что это может очень сильно повлиять на способ очистки. We're going to look for problems in the backing of the fabrics. Мы обязательно посмотрим на какие-то проблемы с обратной стороны ткани, Perhaps pre-existing stains. какие-то уже существующие пятна. We're going to look at loose buttons and rust marks. Обязательно посмотрим на какие-то, например, пуговицы, которые могут оторваться, пятна ржавчины. So, very important to have a form that you can work methodically through and identify each of those. То есть для правильной очистки нужно иметь некую анкету, форму, по которой вы идете шаг за шагом для того, чтобы очистить вашу ткань. So there are several different cleaning methods that we're going to use. Существует несколько методов очистки, которые вы сможете использовать. You know, the first couple of systems are entirely dry. Первые две системы полностью являются сухими системами. And working from an entirely dry system right through to a wet water-based То system. есть, и, допустим, в демонстрации можно сказать, что мы будем работать от полностью сухой очистки до влажной очистки. So, using a dry sponge, microfiber, Таким образом, с использованием сухой губки и микрофибры, dry а vacuuming, также сухой щетки пылесоса, it's a legitimate maintenance technique for upholstery. это на самом деле вполне естественный способ очистки обивки. And that's going to give you very poor results. It's not a great system, Но but это не является очень хорошей системой, это на самом деле не имеет хорошего результата. of course it's the safest system. We're not using any liquid. Но это, с другой стороны, это самая безопасная система, потому что мы при этом не используем никаких средств. The next most aggressive method is dry cleaning. Следующий, самый агрессивный способ очистки – это химчистка. And we're going to use dry fabric cleaner and heavy duty soil lifter as our two liquids to clean the fabric. И мы используем здесь два средства. Это наше средство для поднятия, собственно говоря, загрязнения и средство heavy duty, да, heavy duty и fabric cleaner. Yeah, heavy duty soil lifter as a pre-spray and dry fabric cleaner as a... И dry fabric cleaner – это средство для сухой очистки ткани. The next method would be a dry shampoo and a wet shampoo. Следующие два метода – это очистка сухим шампунем и влажным шампунем. So using something like the fast drying shampoo, То есть, используя fast drying шампу, быстро высыхающий шампунь. it's creating Fast drying shampoo. it's creating a foam. This is a Он, very wet foam. он создает вот такую вот влажную пену. But you can create a very light, almost like a shaving foam using this. Но Lay it- можно создать очень легкую пену, такую как, например, пену для бритья. And you can lay it onto the fabric, И вы можете прям разместить эту пену на ткани, massage it in, and then remove it with just using vacuuming. потрете эту пену и затем при помощи вот такой вот пылесоса, щетки вы ее собираете эту пену. And it's a great method for commercial upholstery cleaning. Это замечательный способ коммерческой очистки обивки. You can clean perhaps 100 chairs an hour, Вы можете очистить сотню стульев за 1 час. chairs like this. Ну, то есть вот такого рода. They're dry in 5 to 10 minutes. Они сохнут от 2
от 5 до 10 минут. And it's a good maintenance technique. И это хороший способ регулярной очистки обивки. The most common method, of course, is using equipment, using a tool. Самый частый способ это с использованием вот подобных инструментов. And we're going to use two techniques, either machine mist or direct extraction. И мы используем две техники. Это первое, это влажная пыль машинная, либо прямое извлечение загрязнений. So the machine mist is where you hold the tool around 30 centimeters above the fabric. То есть мы держим инструмент где-то в 30 сантиметрах от ткани. To apply the liquid and then для того, чтобы поместить жидкость на ткань, и затем прижимаем и собираем ту пену, которая там возникнет. And of course that's not so, there's not much liquid involved, there's not much mechanical action. Не очень много жидкости используется, не очень много механических действий. And so what many of us use is direct extraction, where we're going to place the tool on. А многие из нас используют прямое извлечение загрязнения. Direct extraction in contact. Мы вот контактные. This is a vacuum Yes, this is injection, extraction, vacuum. Это насадка, которая впрыскивает и собирает. And when it's used, when this system's used in conjunction with a pre-spray, it's a very... Когда эта система используется вместе с вот этим пресс-спреем, provided you followed the 5 principles, если вы следуете вот тем 5 принципам, которые я упоминал, you can get really good results with this, but it's a very wet method. And вы можете получить очень хорошие результаты, но это очень влажный метод. And of course, water is, needs to be treated carefully with fabrics. Но, как я уже говорил, с водой нужно обращаться очень аккуратно, когда вы работаете с тканью. But it is possible, if I put this wool jacket in the washing machine. То есть, если я, например, положу вот этот вот шерстяной пиджак в стиральную машину, it's going to be thrown away. То она его разрушит. But I could happily clean it with the fast-drying upholstery shampoo. Но вот этим шампунем быстросохнущим я могу его спокойно очистить. I could clean it with microfiber. Я могу почистить вот микрофиброй и heavy-duty шампунем. And I could clean it with the upholstery tool. Я могу вот при помощи такого инструмента тоже его почистить. So it's having a choice and having a plan. Таким образом, просто нужно иметь выбор и нужно иметь план. So some of the challenges that we face, some of the things that might catch us. Есть несколько проблем, которые могут перед нами стоять, и вот они здесь перечислены. The dyes may bleed. То есть первое выцветание и линька цвета. Of course, shrinkage is another. Some fabrics tighten and shrink as Затем усадка ткани, то есть после горячего. Usually complicated woven fabrics shrink. То есть обычно сложные тканные изделия, они усаживаются после стирки, после ткани. Pile distortion, so on a piece of fabric where you have a distinctive pile. На ткани, где есть какой-то различимый орнамент, например, или различимый способ ее создания. It's important to lay the pile nicely when it's wet, so that it dries good. Нужно обязательно разложить эту ткань правильно, для того, чтобы она высохла также в правильном направлении волокон. Of course, one of the problems is cleaning a fabric that should be dry cleaned with water. Одна из проблем – это чистка ткани, которую нужно было бы провести через химчистку при помощи воды. So this fabric has cotton and viscose in the warp and the weft. Вот в этой, например, ткани используется и хлопок, и вискоза, соединенный крест-накрест. Viscose gets very weak when it's wet. Вискоза не ослабляется, когда она намокает. And cotton is safe for wet cleaning. So хлопок вообще лучше чистить влажной чисткой. So I'd be very careful wet cleaning this.
То есть я бы на самом деле очень поостерегся чистить вот эту ткань при помощи влажной чистки. And it's that decision making, that choice, and that experience that you И develop. именно этот выбор, он появляется у вас с опытом. And that's what separates the 80% with the 20% Это то, что отделяет 80% от 20 оставшихся. of cleaning contractors that are proud to clean upholstery. Тех подрядчиков, которые чистят обивку. Но вообще вопрос тогда, их вообще не стоит чистить? So this should be cleaned at all? No, Is that what you're asking? this Чтобы не было претензий от клиента, вот So вопрос. they're not client, this can be perhaps dry cleaned with a solvent. Вот rather это than можно wet clean. провести через химчистку при помощи растворителя. So using the heavy-duty soil lifter and dry fabric cleaner for dry cleaning. Используя вот heavy duty soil lifter и dry fabric cleaner, Rather than the wet cleaning. чем влажную чистку. То есть просто влажной чисткой не нужно работать. Yeah, let's skip that. This is a photograph I took of Это фотография, которую я сделал, of a fake faux suede fabric, искусственный суэт. and it responded really well to a shampoo clean. Она очень хорошо отвечала на чистку при помощи шампуня. Of course, when you think about using a shampoo system, Конечно, когда вы принимаете решение использовать систему чистки шампуня, the residue from that shampoo needs to be really friendly and crispy and остаток, то есть осадок этого шампуня должен быть очень позитивным, очень легко удаляющимся. imagine if I'd cleaned it, Например, представьте, если бы я это очистил, but the fabric was sticky with the product. но, допустим, ткань после этого была бы липкой от этого You know, процесса. it's the nightmare. So, Это ужасно, это so кошмар. you know, consider your product carefully. Таким образом, внимательно смотрите на то, что вы чистите. Okay, so the residue from the product is really critical. Even the residue from the pre-spray needs to be friendly. Таким образом, вот этот вот осадок, который остается после очистки, должен быть, это очень важно, он должен быть легко удаляющимся. There are some products that I brought with me to just try to introduce to you. Есть несколько продуктов, которые я привез для того, чтобы вас с ними познакомить. Chemspec have been making Formula Divinosta for many years. 20 years. Chemspec делал продукт, который называется Формула 90 уже 20 лет. And it's the world's best-selling carpet extraction powder. И это самый лучший порошок для извлечения загрязнений с ковров, сухой. For the professional carpet cleaner and upholsterer. Для профессиональных очистителей ковров и обивки. We make 5 metric tons every day. Мы производим 5 метрических тонн каждый день. So it's a popular product, and we've introduced it to the Russian market Это популярный продукт, и мы только что поставили его на российском рынке. through Pro Carpet recently. Через Pro Carpet. So it's something to perhaps to test. It's not a product. То есть я рекомендую попробовать этот It's продукт. not a product for upholstery, but it's a new one, and Это I'm не talking about продукт it. для обивки, но для ковров. Вопрос можно? А его можно использовать в пылесосе, в моющем Керхер, этот продукт, Формула 90, можно использовать? Как называется? В пылесосе Керхер. Yes, Да. it's suitable for any injection extraction system. Он работает с любой системой впрыскивания и удаления. Это только для ковров? It's popular. It's only suitable for Он подходит только для perhaps synthetic upholstery. It might respond well. Yeah. синтетическая обивка, тоже можно его использовать для синтетической обивки.
So the formula is suitable, but perhaps for upholstery it's better to use something that has a more gentle feel when we finish cleaning. Но, конечно, для обивки лучше использовать что-то более мягкое. For example, the liquid high heat or color fast. Ну, например, вот эти два средства, high heat и color fast. Yeah. High heat и color fast. Yeah. Вот прямо здесь написано. This is Хорошо. We're going to be finished in about 5 minutes for questions. By the way. Мы закончим через где-то 5 минут для того, чтобы у вас была возможность задать ваш вопрос. I mentioned that some of the dyes used to add color are stable on acid conditions and unstable on alkali. Я уже упоминал, что некоторые краски, которые используются при покраске ткани, нестабильны в кислотных условиях, но нестабильны в щелочных. And for that reason, that's the reason that Chemspec have introduced these acid side, these low pH cleaners. И это та причина, по которой Chemspec представляет вот эти продукты, у которых очень низкий уровень кислотности. So these products here are all Таким образом, вот эти вот три продукта, acidic products, low они pH. являются кислотными продуктами с низким уровнем pH. So it gives you the chance to choose a product that's suitable for the fabric that you're working on. Таким образом, это позволяет вам выбрать такой продукт, который подходит для ткани, с которой вы работаете. Removing stains from upholstery is very, it requires a lot of skill. Удаление пятен с обивки требует очень серьезных навыков. It's almost an art for those who do Это it well. практически искусство для тех, кто умеет это делать. So this is a new product that's soon to be launched here. It's an ink remover, a tar remover, and a grease remover. Вот это новый продукт, который удаляет жир, удаляет чернильные пятна и удаляет еще и удаляет, собственно говоря, смоляное загрязнение. Вот. Этот продукт будет представлен в ближайшее время на рынке тоже. Ink is the most common stain on upholstery. Самая частая вещь, самый частый вид загрязнения на обивке – это чернила. So it removes permanent marker pen, biro. Permanent markers. Таким образом, он удаляет пятна обычных чернил, удаляет перманентный маркер. Okay, the last product before questions is И последний продукт перед тем, как мы перейдем к вопросам и ответам, это it's an antimicrobial Это product. антимикробный продукт, So it's used as a deodorizer for textiles. который используется как деодорант для ткани, Not by just simply adding a fragrance, but by killing bacteria and но не просто добавляя туда какой-то запах, а удаляя, убивая микробы и бактерии. and it gives you a kill of 99.9999. То есть 99,999% микробов и бактерий он убивает. It has no smell, У него нет собственного запаха, and it complies with 3 of the European norm microbial standards. и он соответствует 3 европейским антимикробным параметрам. One of those is as a hand sanitizer. Один из этих параметров – это то, что он может использоваться как очиститель для рук. So designed for textiles, Он используется для текстиля, для ткани, so compatible with the wet cleaning systems that we've got. в сравнении с вот этими системами влажной очистки, которые у нас есть.
Okay, last one. Как он использует? Куда он добавляет? Как он используется? How is it used? Well, it needs to come into contact with the bacteria, so it's usually sprayed. Он должен, соответственно, контактировать с бактериями, таким образом обычно он распыляется. В конце чистки, что ли? Yes, usually at the end. Да, в конце чистки. Он не убирается. То есть он просто разносится и оставляется до высыхания. No, you can leave it on. It's safe Да, to be left. оставляется, его можно оставлять после того, как вы уже закончили чистку. Как много его наносить? То есть просто распылителем или... So, do I need to put? No, not much at all. No, Нет, very не small очень amount. много, очень маленькое количество. Спрей, да? Его Yeah, вставлять just a надо? mist. Он в чистом виде, да, используется? No, it's ready to use. Нет, его не надо разбавлять, он готов к употреблению. Можно использовать, вот вчера паром рекламировали аппарат, то есть вот это Is it possible to use it in steam cleaning? Dry steam cleaning. After dry steam cleaning, yes. После сухой очистки сухим паром можно, да, после. какое время он активен? How long is this active? As the European norm testing gives, the only test that we had to pass for it was a 17-day test. Европейский тест 17 дней. Это стандарт в Европе. So it passed the 17-day. После 17 дней уже как бы дальше не смотрят, потому что это вот европейский стандарт. Our testing shows that it works, that it stays effective for at least 30 days. Наше тестирование показывает, что он активен в течение 30 дней, как минимум. So that means if I shake your hand and we share some bacteria, this hand's okay for 30 days. Таким образом, если мы с вами пожмем руки, у вас на руке окажутся бактерии, моя рука будет чистой 30 Or this дней. fabric or this. И любая ткань или пиджак будет чистыми 30 дней. Okay, so I'd like to thank you very much for. Большое спасибо, что вы пришли. И А вот он обладает... We can have some questions. вопросы. Может быть, у вас есть вопросы по очистке обивки? Пожалуйста, задайте сейчас, пока есть такая возможность. Есть вопросы? А вот этот хайхит, он чем отличается от других кислот? Это тоже Вот лепит. это тоже, она вообще чем различается? Кроме цвета. Вид. Okay. Oil lift 162 да, вроде тоже. The difference between this is purely designed for upholstery. It's a Вот это средство разработано специально только для обивки. it's a solvent. It's about 50% solvent, 50% water-based system. 50% это растворитель и 50% система, основанная на воде. And it's aimed at being a very safe wet cleaning system. И это цель этого средства безопасность. Это очень безопасное средство. Halfway between wet cleaning and dry cleaning. Примерно на середине между влажной уборкой, влажной очисткой и химчисткой. The liquid high heat is primarily a carpet Вот cleaning product. это средство для очистки ковров в основном. But because of its low pH Но из-за низкого баланса pH and it's very economical dilution, и очень небольшое растворение, разбавление, it's 60 milliliters in 20 liters. 60 миллилитров на 20 литров. So it's very economical to use. Оно очень экономичное. And for that reason, it's very popular for upholstery cleaning. И по этой причине оно очень популярно при чистке обивки. Because if you remember, it has a pH of around 3. Если вы помните, уровень pH около 3. So it's a very safe wet Таким cleaning. образом, это очень безопасное средство для влажной очистки. So that's the difference. Вот, Стилерин тогда чем отличается? а вот This третье. is an acid rinse, so this is designed as a final. А это It's средство для not. финальной очистки. Yeah, it's used if the
the fabric almost as a conditioner, as a final rinse. То есть как кондиционер используется для финальной очистки уже после основной? Not every time. It's if you're worried about how a piece of fabric's drying, you might use that. Если вы, например, волнуетесь о том, как высыхает ткань, то вы можете использовать вот это средство. Всего промывать не надо, если тебе нужно промывать. Текстилица это и есть промывщик. Последний, да. Цвет закрепить еще. Not really better drying, but for more, you can relax when you're driving away from the job. То есть это просто гарантия того, что оно будет в нормальном состоянии после Почему в текстилице баран нарисован, а на колорфасте нет? Why do you have a sheep on one of them and don't have a sheep on the other one? That's because we paid an organization to test for wool safe. Мы заплатили специальной организации, которая тестировала на чистку шерсти. They're all safe for wool. This one. Они все на самом деле безопасны для очистки шерсти. This one we paid. Но вот в этом случае мы заплатили. Для всех банок денег не хватит. Можно вопрос еще? Вот скажите, то, что чернильные пятна убирают, только с обивки мягкой мебели или еще с кожаной мебели? Removal of ink stains is work on only upholstery upholstery or also from leather? That's a good question. Хороший вопрос. It will remove it from leather, yes. Да, оно уберет чернильные пятна с кожи, Just be very careful with the но finish. нужно быть очень осторожным именно в финальном этапе очистки, But it should work, yeah. но он должен работать, да. Except it's not in stock in Russia at the moment. К сожалению, этого средства в России сейчас пока нет, но будет. На этой неделе не сможете очистить кожу. Что вообще можно приобрести в России вот с подробной информацией на русском языке?